работаю на 3 часа больше в неделю, чем надо, но мне эти 3 часа не оплачиваются. И они идут на определенный счет, где мне эти часы засчитываются. И когда у меня будет определенное количество часов, например, то я могу год не работать, но это надо все обговорить, но получать ту же зарплату и заниматься чем я хочу. Одна учитель уже ездила, но делала такую паузу, по-моему, на полгода. Она путешествовала по миру. И вот, а я пока что собираю. Мы в нашей... Что это наша кухня маленькая такая? Ну, такая, вот сейчас не очень убранная. У нас директор всегда кухню убирает. Можно даже посмотреть. И расписывает тут вот, кто когда убрал кухню, да? Вот это его роспись. То есть можно видеть, что кухню у нас убирает директор. Но у нас нету за ним такой обязанности, он это делает по собственной воле. Darf man die ganz kurz filmen? Ja, natürlich. А это наш директор. И, кстати, тоже преподавал спорт. А это математика, физика и спорт. Просто футбол играют учителя, ну, как свободное время. Я, может быть, одна из самых пожилых коллег, если так можно назвать. Так как коллектив молодой, это дает мне тоже очень много. Да. Потому что я все время думаю, я там тоже, как бы, да. Вот это наш прекрасный Herr Niepel. Он преподает физику, музыку и физкультуру. А вот идет учитель, а два идут. Darf man euch filmen? I teach German, I teach English, history and politics. Not music. I would love to teach music, but I'm not competent enough, I'm afraid. Готовится, что сегодня вот будет выпускной, получается, да, когда у нас будет пикник, да, и вот они, то есть не ученики готовятся, ученики придут уже получать аттестаты, а учителя сейчас репетируют, чтобы хорошо спеть песню. Сейчас мы будем петь. Будете репетировать? Да, репетировать. Это, получается, все классные руководители 10 классов. По 2 мужчина и женщина на класс, получается. Чтобы мужчина и женщина, чтобы, ну, у кого ученику какой пол больше подходит, можешь найти общий язык, чтобы вот каждый нашел свое. Wieder hat der Bauer die Wiese kurz gemäht. Die Bläser spielen klasse, welch ein Ohrenschmaus. Doch später auf dem Marktplatz, da gibt's bestimmt Applaus. Ты меня вчера спросил тоже, там, вот чувствуешь ли ты себя там сильной, да, что это как бы... Я об этом не задумываюсь, просто ты что-то думаешь делать, но ты это делаешь. Могу привлечь людей, я не знаю, ну, потому что здесь много великолепных людей, получается, и мотивировать, я не знаю, или просить. Вот такое, потому что кто-то должен брать немножко больше на себя, ну, то есть я готова, потому что, может быть, мне больше надо. Я понимаю то, что от Украины тоже зависит наше будущее. И так как я это понимаю, может быть, просто мне это надо, как бы. Да, жизнь определенно изменилась с тех пор, как наш министр иностранных дел 24 февраля сказал, что мы проснулись в новую эру. Именно это я и почувствовал. И у нас было ощущение, что мы должны что-то сделать. Мы выбрали, получается, бежать, помогать. Мы написали письмо всему школьному сообществу, в котором объяснили, что собирается, мы написали позиции и еще прописали, куда можно сдавать деньги. И мы прописали, что на эти деньги мы будем покупать медикаменты. Мы не ожидали такого активного участия. Кто-то говорит, там, 80 тысяч, кто-то 90, 100 тысяч, 120 даже звучала сумма. Я боюсь, ну, не хочу что-то вот так вот голословно говорить.
Но это каждый раз было где-то 35-40 тысяч, то есть 3 поездки, ну, приблизительно вот так вот. Да. У нас получилось буквально вот на 5-й, 6-й, 7-й день выехать на границу. Мы поехали на 12 машинах, транспортерах, как бы, да, и потом еще 2 дня позже послали большую фуру на 40 метров. Мы поехали после работы, получается, так как мы, конечно, работаем все на полную ставку, мы, получается, в среду выехали в 5 вечера. Мы были в Варшаве около 3 часов ночи и легли спать около 5. И уже в 8 утра встали и поехали на границу. Мы были на границе, оставили там то, что мы привезли. И вот мы повезли, например, семью в Дрезден. Тоже сложно было вот для них ехать, потому что у меня, слава богу, вот машина, получается, у меня еще 2 сзади сиденья. И у девушки была нога, не сгибалась. И вот она сидела, у нее нога была полностью на 3 сиденья сзади. То есть как-то сидели дети на ней. Ночью в 5 утра приехали в Дрезден. В 8 встали, вот это все организовывали. И в 11 Геральт вот и я, мы поехали назад, в Варшаву, на западный вокзал. И мы написали какой-то плакат. И буквально 30 секунд мы стояли с этим плакатом, и у нас набралась машина. Чем определенно отличалась вторая поездка от первой, что ты уже иногда спала? Первый раз мы были в пути несколько дней и вообще не спали. Да, но если ты проспала в машине 3-4 часа, то это не сон. У тебя постоянно был очень высокий уровень адреналина. Женщины боялись ехать. У нас практически только мужчины приехали, получается, я и вот девушка Анна. И, конечно, ехать, вот как такси развозить, все боялись, девушки, украинки, женщины с детьми садиться в машины. И я говорю, у меня сын с собой, я вам обещаю, я даю вам свое слово, у меня с собой сын, я даю вам сына. Как бы поверьте мне, что все будет хорошо, вас довезут, что ничего не произойдет. Там очень многие, конечно, плакали. И вот у нас наши все мужчины, все учителя. А я как-то там, не знаю, я собралась, не знаю, взяла на себя ответственность и сказала нашим ребятам, я говорю, вы, конечно, ну, плакать это, ну, потом будете там. Ну что, ну привет, давай, женщина, обнимемся. Ну что, приветульки, что ты? А у вас как все изменилось, слушайте, тут это. В общем, тут тоже как-то что-то изменилось. Ну, получается, дом сняли, вот Свея, вот ее семья и еще 2 семьи, они вместе сняли этот дом. На данный момент мы в нормальных, комфортных условиях. У нас есть все для жизни, мы, ну, кто-то уже в садике, школы, работает. Кто-то уже сразу работает? Да, ну, то есть... Да, вот мы Лену забирали из лагеря. Да, я наревелась, она это самое. Не, ну я точно помню нашу поездку. В общем, у меня еще есть видео, я вот показывала ребятам, где Мира с Геральдом на украинском ему про лошадку. Игого, не споняс. А потом, получается, мы ехали через Познань, и мы там остановились ночевать, и мы сняли им номер. И они такие говорят, боже мой, кровать, да, первый раз за неделю настоящая кровать, и они просто, ну реально, очень-очень уставшие были. Мы остались на ночь с Еленой, Мирой и Илоной в Познани. Была отличная погода, и мы думали, как странно должно быть им приехать из Восточной Украины и увидеть столько счастливых людей в Познани. В первую поездку мы написали, что, конечно, еще приезжают очень много украинских женщин с детьми, и что их надо где-то расселять. Кто может себе представить взять эти семьи? Мы создали такую таблицу, составили, и у нас были адреса, ну, кто согласен взять сколько людей. Да, например, там у нас таблица, там, возьму женщину с ребенком, возьму семью из 3 человек, возьму семью из 4 человек. Через тот мостик, который мы организовали, у нас получилось расселить достаточно много семей. Вначале с семьей договариваемся, говорим, да, семья готова вас принять, вам надо доехать до Варшавы, в Варшаве вас встретит Александр или Андрей, получается, или Лера.
И они пересадят вас на Берлин, в Берлине вас встретит Даша, Даша пересадит вас на Гамбург, в Гамбурге вас встретит семья. И вот таким способом, получается, люди приезжали. Ну, я предполагаю, что минимум 70 семей, может быть, больше. Ну, вы быстро учитесь, ты так вообще очень шуршишь. Да, наверное, Ну, правильно, так надо, да. Так по жизни. Я в 16 лет как ушла со школы, да, уехала, я в Крыму отучилась, я домой не возвращалась уже. Главным бухгалтером поработала, потом декрет. И снова же, вот я пришла, опять надо заново, и опять, ну а что мне? Ну, буду я истерить, буду я плакать. Кому от этого легче? Моим детям будет? Ну, никому. Тем более, что мне истерить? Уже давно все выплакало. Мама под оккупацией, сестра под оккупацией, брат под оккупацией в Мелитополе. Мой родной город, где я родилась, Мариуполь, разбомбили. Херсонская область в попе. Все. Что плакать? Лена, она сразу выехала, она из Днепра, она сразу выехала с чемоданом оборудования, чтобы маникюр делать. Очень энергичная девушка. Она адаптируется, она уже работает. Некоторые тяжелее, но это понятно. Некоторые не могут адаптироваться. Знаешь, я вот лежала и думала, по сути, здесь, в Германии, если твои руки не с попы, здесь можно заработать. Ну, язык. Вот самое, конечно, язык. Вот сейчас я хорошо пошла работать, то есть мне девчонки, хотя вижу, что-то им не нравится, они там мне немножко все-таки палки там. Да? Они молодые, а у меня опыта больше, но я не знаю язык. Им это не нравится, потому что я делаю в каком-то плане где-то лучше, чем они. Они отучились тут, аж мы же там учились 3 года, как бы это самое. А когда будешь знать язык, я могу открыть ЧП. Было бы у меня время. А времени нет, потому что у меня 3 детей, потом бабушка приехала, и мне за каждого надо документы. Вот сейчас только я подхожу, потом работа. Лена такая, она, конечно, шустрая. Но это хорошо. Надо быть такой, чтобы вот так вот тут устроиться и уже на работу пойти. И вот молодец она. Я просыпаюсь в 6, я завтракаю, мне час добираться до школы, мы в школе, потом у нас на без 15-12 тренировка, потом там отдых у нас, до 6 тренировочное время, и потом мы занимаемся своими делами. Одна коллега у меня тоже, 2 коллеги взяли украинцев, у них живут. Вот одна взяла девочку, которая мама в Украине, то есть она одна здесь. Я сейчас живу с немецкой семьей. Некоторые слова я могу понимать уже потихоньку и как-то уже говорю. А если какие-то слова, которые я не знаю, то там, если что-то спросить, то я печатаю в телефон и показываю. И они так же самое тоже делают. А вот я знаю, что живет у моей коллеги, Марта, вот рассказывает, что упала она на велосипеде. Она, говорит, 2 часа плакала, говорит, бедная, потому что... Она же без мамы первый раз. Да, ну, конечно, тяжело, конечно, да. Одна из них едет 50 минут на велосипеде. Она за Бугульцем живет. Она едет на велосипеде 50 минут в школу на 8 часов. Да. И она, вот Настя, она одна 50, вторая, по-моему, 40. Благодаря украинкам у нас в городе, которые приехали, мы смогли связаться с госпиталем в Бердичеве и смогли с ними обсудить, что им надо, какие им нужны конкретно медикаменты. И уже в следующий раз мы поехали и везли уже конкретные вещи для госпиталя. Нормально, маленькие коробки, я сейчас все сюда забираю. Dry is here. Значит, вот сегодня везем на госпиталь оборудование и медикаменты.
Это под номером 1 у нас все. Вот, госпиталь. Так. Вчера все уехало на Киев, на Ирпень. Тут у нас детский дом, рюкзачки, всякое такое. Когда мы ехали уже 3-й раз, вот видно, мы описывали, что надо привезти, что мы собираем, куда мы едем и как можно сдавать деньги. Сюда тогда приносили вот эти стрелочки, они уже немножко потрепались, но вот через школу шли, чтобы все знали, куда нести. Такое ощущение, что мы созванивались по несколько раз каждый вечер в течение последних нескольких месяцев, чтобы что-то согласовывать, придумывать новые идеи и решать все проблемы, которые возникали. Могу сказать, что пока что темп мы не сбавили. Опять же, просвещение, держание повестки, планирование следующих поездок. Мы снова начинаем кампанию по сбору денег. Еще есть что-то в запасе, и мы можем передать что-то сразу, чтобы дети еще на каникулах могли этим пользоваться. А новые ранцы мы соберем к началу школы. Мы собрали достаточно большую сумму денег, доступно более 50 тысяч евро. На УЗИ требовалось 14 тысяч. Да, все верно. Важно, что у нас все задокументировано. Есть видео, что и куда прибыло. Все видят, что вещи прибывают именно туда, где в них нуждаются. Мы только что встретились с руководителями местного благотворительного клуба, и они предложили нам приобрести аппарат УЗИ, который срочно нужен в Украине. Приятно то, что даже очень и очень влиятельные люди испытывают искреннее сочувствие и видят потребность в помощи. И это, безусловно, показывает, что вместе можно добиться чего-то даже в очень трудные времена. Но стоит отметить, что у нас действительно большая команда учителей, родителей и учеников. Так что встречи назначаем не только мы с Таней, но и Свеа, Анна, Маркус, Торстен. Ну, это совсем другой уровень, наверное, доверия. Какая-то определенная близость, потому что если ты вместе плачешь или вместе вот решаешь какие-то вопросы, или вместе переживаешь, ну, делишь какие-то переживания, то это, конечно, какая-то определенная близость возникает, да. Близко так ездить в машине, ну, буквально 1 метр, и долго, и часто, и вот работать очень интенсивно. Можно только с друзьями. А помнишь, как ты ехала, и ты говорила, никогда в жизни не думала, что я буду... Да, если бы мне 3 года назад сказали, что я буду сидеть в маленьком транспортере с бывшим учеником и ехать от польско-украинской границы в Германию назад, я бы не померила это всего. Не поверила, да. А вот я еще очень помню, что Анна сказала, что она теперь меня только понимает, что она раньше меня когда... Да, я еще помню 2020 год. И как бы она начала так, о, Беларусь, 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 моя родина. И я как бы этого всего не понимала, потому что как бы мы приехали сюда из Украины, и у меня не было этого чувства родины здесь. Я как бы не была ни немка, ни украинка, ни европейка. А потом началась война, и мы были с моей двоюродной сестрой на демонстрации. И там был этот украинский гимн и этот флаг. И я почти начала бы плакать. И я пришла в школу и сказала: Таня, я тебя понимаю. Тут написано: нет ничего в мире, с чем Иисус бы не справился. Да, очень актуально, но надеемся на это. Я никогда не знала, не ожидала, что такие коллеги будут. Великолепные, великолепные, вообще фантастические коллеги. Ну, такие коллеги, с которыми можно и отдыхать, и на границу ездить. Интересные, образованные, добрые, отзывчивые, с хорошим чувством юмора, человечные. Не знаю, живые. Вот это самое главное, я думаю. Вот самыми маленькими конфетками привитульки.
України, з України, з України, з України. Здравствуйте, здравствуйте. Вас зовут? Аня. Аня, меня Таня зовут. Очень приятно. Да, я очень говорю, приятно. вы Таня. Я кому-то писала. Да, это я. Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, мы с вами общались, наверное. Я Татьяна. Я Тамара. Вы Наталья, да? Очень приятно познакомиться. Многих вот просто увижу в первый раз. Потому что 250 человек, и со всеми не получилось встретиться. То есть в лицо, может быть, я знала 15 девушек. С остальными это было чисто общение, вот услуга как бы, да, или помощь. И, конечно, это приятно увидеть людей, это интересно. Все равно кого-то представляешь, да, очень приятные, много очень приятных девушек, с которыми я хотела бы встретиться. То есть я уже с некоторыми мы договорились, да, что мы там пойдем на кофе, на чай, и что может дружба какая-то развиться. Татьяна, с вашей легкой руки я ж с Ириной живу, это ж помните, я Да, очень приятно. Спасибо, познакомиться, да, очень приятно да, и познакомиться. Я с вашей легкой руки, и с Дашиной я вообще здесь. Вот так ставим. Просто говорите. Ну давай. И я. Вот так ставим. Стоп, все, разворачиваем. От лица Herzbrücke Nordheide и от нас лично мы здесь все собрались, и мы очень радуемся, что здесь абсолютно разные люди, да, вот украинцы, белорусы, немцы, мы все вместе в этой лодке, как бы мы стараемся друг другу помогать, и, может быть, сегодня мы постараемся вместе отвлечься хотя бы на чуть-чуть. И мы принесем еще столы, принесем еще стулья, ученики возьмут детей на себя, и мы сможем тогда потанцевать. Это действительно трогательно, что мы можем видеть смеющимися детей, которых в последний раз видели на польско-украинской границе. Все играют друг с другом. Они знакомятся с детьми из нашей школы. И да, это действительно трогательно. И, конечно, перевешивает все бессонные ночи. Максиму очень нравится в детском садике, только он все время обижается, что его не понимают, и он не понимает, что от него хотят. Но точно выучил слово уже «найн». Я вообще первую неделю, у меня был шок эмоциональный, потому что настолько тяжело в Украине эту мебель купить. Ты рассчитываешь за полгода, что ты будешь что-то покупать. То здесь у нас есть для вас стол, у нас есть для вас стул. Вам надо. Я не знаю даже этих людей. Просто звонок в дверь: здравствуйте, привет, я Ада, я привезла. Но у меня сестра в Одессе, как бы многие в Украине пока остались. Дальше что будет, неизвестно. Ну, страшно. Дай Бог, все будет хорошо. Когда? Скоро, я уже по дому скучаю. До этого были войны на Ближнем Востоке или где-то на другом конце света. Но это никогда не было чем-то, что мы действительно замечали. Война в Украине все полностью изменила. Сумасшествие, но кто-то снова хочет передвинуть границы в Европе. У меня есть ощущение, что наши свободы тоже поставлены на карту. Порядок, который дал нам 30 лет относительного мира в Европе, внезапно оказался под угрозой. Я и мои коллеги не хотим проснуться в мире, где сильные доминируют над слабыми. И именно поэтому я думаю, что важно, чтобы мы вмешивались. Призыва в Германии не было с 2011 года, но по-прежнему можно добровольно поехать туда на несколько месяцев, а потом быть резервистом. Раньше было ощущение, что военные после 90-го года не нужны, но это полностью изменилось. Путин показал, что экономические санкции его не волнуют. Единственное, что до сих пор производит на него впечатление, это когда он знает, что не может что-то взять силой. Я думаю, что это единственное, что мы можем сейчас вдолбить в его больной мозг. И лучшее, что я могу сейчас сделать,
это записаться на военную службу. И есть реальный шанс, что когда-нибудь это понадобится. Мы этот пикник сделали достаточно спонтанно, но этот пикник не делался для того, чтобы мы посмотрели на них и как бы подумали, какие мы молодцы, или не чтобы порадоваться за нас, а просто чтобы поддержать и друг друга, и себя, может быть, в первую очередь, чтобы посмотреть, да, вот тут, может быть, люди вот в безопасности, тут немножечко... Тут у нас все в порядке. Но это не итог. Нет, это ни в коем случае не итог, и это ни в коем случае не результат. Просто ложиться с мыслью о том, чтобы все ребята пришли домой и чтобы мы все-таки победили. Даже этим мы уже можем посылать в космос, эти мысли уже будет круто, я думаю. Да. И на Байрактар соберем, правда? Да, соберем. И на ядерную. Боеголовку. Кто вдохновляет? Кто вдохновляет? Да. Ну, я имею в виду, какая внутренняя сила, да, вот помогает не опускать руки и продолжать, и двигаться, и развиваться. И вот сейчас я слышала, что там медицинское оборудование вы какое-то возите, и все, и все, и все. То есть это источник вдохновения. Ну, а ты? Что тобой двигает? Ну, наверное, просто если я могу помогать, то я помогаю, наверное, вот. Ну вот и все, ну вот и все. Ты сама ответила. Наверное, просто искренне. Да, ну вот и все, да.